Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим про необычный токарно-винторезный станок, который появился на рубеже 19-20 веков в американской компании Edwin Harrington, расположенной в Филадельфии. Хотя компания производила обычные токарные станки, она, пожалуй, больше известна своей серией токарных станков Extension или станков с подвижной станиной. Все токарные станки Harrington со скользящей станиной имели конструкцию из двух частей, причем верхняя часть была устроена так, чтобы скользить по нижней, так что расстояние между центрами и ширина зазора могли быть увеличены или уменьшены в зависимости от конкретной работы. Идея заключалась в объединении нескольких станков в один. При закрытом зазоре станок превращался в прочный токарно-винторезный станок с задней передачей, способный выполнять обычную работу. При удлинении станины можно было также обрабатывать длинные, тонкие или неправильной формы детали, возможно, с большими диаметрами, расположенными через неудобные промежутки. Такая гибкость в размерах и настройке позволяла небольшим машиностроительным мастерским принимать работу, которая номинально должна была быть им не по силам. Токарные станки Harrington выпускались 4 размеров, названных в соответствии с расстоянием над верхней и нижней станинами, и все они были с задней передачей и винтовой нарезкой. Ведущий винт располагался на верхней станине и соединялся с приводом сменного колеса парой шестерен, нижняя из которых была соединена со шлицевым силовым валом. Производители указывали скорость вращения контрвала от 45 до 85 оборотов в минуту. И в сочетании с тройной редукцией задней передачи огромное соотношение 54:1 на самом большом токарном станке. В результате нижняя скорость была достаточно медленной, чтобы успешно обрабатывать внешние края деталей диаметром до 1,5 метра. В дополнение к задней передаче и 4- или 5-ступенчатым коническим шкивам бабки, два малых токарных станка имели двухскоростной переключатель скоростей на бабки, а большие – трехскоростной, что в лучшем случае давало выбор из 45 различных скоростей вращения шпинделя. Привод мог осуществляться либо от традиционной настенной или потолочной системы контрвалом с плоским ремнем от вала воздушной линии, либо от встроенного двигателя с переменной скоростью, приводящего в движение прямое вращение через открытые цилиндрические шестерни в задней части бабки. Как звучала последняя система в хорошо изношенном состоянии и при интенсивной работе, можно только догадываться. Нижняя станина глубокого сечения, укрепленная внутри поперечными ребрами жесткости, несла верхнюю станину, скользящую в глубоких направляющих и снабженную поперечными ребрами жесткости, расположенными через частые интервалы. Когда была выдвинута необходимая длина верхней станины, верхняя и нижняя секции фиксировались вместе Т-образными болтами, а внешняя, нависающая часть верхней станины опиралась на два свободных винтовых домкрата. На самой маленькой машине верхняя секция выдвигалась винтом, рукоятка которого располагалась на конце станины. На всех более крупных версиях этот привод был дополнен коробкой с понижающим коническим валом для облегчения нагрузки при перемещении значительной и очень тяжелой глыбы чугуна. Когда верхняя секция выдвигалась и открывался зазор, в дело вступала дополнительная опора каретки, установленная в стандартной комплектации, расположенная под передней кромкой фартука. Она доходила до уровня пола, где для нее был сформирован обработанный путь вдоль нижнего края нижней станины. Не все станки компании были с выдвижными частями станины. Были и статичные, однако их конструкция не меньше удивляла. Интересно, вы заметите что-нибудь необычное?